Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 7 февраля. Сегодня достаточно волшебный день по своей энергетике, поэтому обязательно в этот день посмотрите в зеркало и скажите определенные магические слова. Они помогут вам отпустить любой негатив и привлечь новые возможности, контакты, все то, что вам нужно и важно на данном этапе вашей жизни. Давайте для начала посмотрим, что же нас с вами ожидает в этот день по лунному календарю. Друзья, на какие важные моменты нам сегодня с вами обязательно стоит обратить внимание. Итак, сегодня у нас с вами среда, друзья, середина недели. Обращаем ваше внимание, что сегодня 27-е лунные сутки, и у нас с вами сегодня убывающая луна в знаке зодиака Козерог. Обращаем ваше внимание, что сегодня успешно, хорошо завершать начатые проекты, дела, все то, что вы ранее начали. Обращаем ваше внимание, что 10 февраля у нас с вами новолуние, поэтому нам прямо сейчас уже нужно готовиться к новолунию. Поэтому закрывайте все то, что вы начали в этот лунный период. Также постарайтесь освободиться от ненужных обязательств, насколько это возможно, от долгов, кредитов, продумать. Именно сегодня тот день, когда к вам могут приходить те идеи, появляться новые возможности, с помощью которых вы можете осознать и понять для себя, как вы можете закрыть те или иные моменты. Кроме того, судьба, высшие силы вас будут готовить к новым вызовам. Также сегодня прекрасный день для того, чтобы планировать какие-то долгосрочные цели и стратегии. Но дело в том, что как бы сегодня не был и хорошим день, но все-таки у нас с вами убывающая луна, и убывающая луна в знаке зодиака Козерог, и, к сожалению, именно луна в этом знаке зодиака делает людей более склонными к консервативным и жестким подходам. Поэтому это может создавать в вашей команде, в вашем коллективе преграды для каких-то новых идей и инноваций. То есть сегодня, если вы что-то решили внедрять, какие-то новые технологии, какие-то новые идеи, проекты, знаете, вы будете постоянно встречать какие-то преграды, какие-то все то, что люди будут говорить, будет частичкой «не». Но ваша задача не расстраиваться, ваша задача не опускать руки, потому что убывающая луна последние дни, людям энергии не хватает для того, чтобы реализовывать те или иные моменты, проекты и так далее. Даже если человек сегодня занимается какой-то обыденной, рутинной работой, и этому человеку, может быть, даже и это сложно. Кроме того, если вы хотите в вечернее время поспать, отдохнуть, отдыхайте и наполняйтесь энергиями. Это очень важно. Кроме того, некоторые люди могут испытывать угнетение, пессимизм из-за того, что влияет на них вот так Козерог. А это, конечно же, что будет затруднять? Затруднять продуктивность людей, будет затруднять принятие тех или иных решений. Кроме того, люди сегодня могут ощущать переутомление, хотя человек много ничего толком и не сделал, но он будет к концу уже дня ощущать, что вот ему сложно, ему тяжело. Поэтому сегодня уделяйте внимание своему здоровью, своему внутреннему эмоциональному состоянию, потому что если вас все раздражает, если вы всем недовольны, то помните о том, что вам сложно будет то или иное реализовать в своей жизни. Кроме того, сегодня могут быть и трудности в общении. Убывающая луна в знаке зодиака Козерог может делать коммуникацию более формальной и уважительной, в то же время менее эмоциональной. Это может привести к каким-то недопониманиям, это может привести к каким-то конфликтам. Особенно если люди не будут открыты для компромисса, если люди не будут для решения тех или иных ситуаций. Кроме того, сегодня, если вы сегодня ждете какое-то решение, вы сегодня ждете какого-то момента в своей жизни, чтобы вам что-то подтвердили и так далее, то не ждите. Опять же, консервативность Козерога будет склонна к тому, что будут откладываться принятие каких-то решений. Но это, соответственно, будет приводить к задержкам в выполнении тех или иных задач. Конечно же, если мы рассмотрим в целом весь день, 7 февраля,
часто он может быть непростым из-за указанных выше факторов. Поэтому важно помнить о своих целях, оставаться сегодня гибкими и открытыми для новых возможностей, несмотря на возможные препятствия вашей жизни. Кроме того, обращаем ваше внимание, что сегодня очень важно уделить свое внимание укреплению своего физического и эмоционального состояния. Обращаем ваше внимание, что у нас убывающая луна в знаке зодиака Козерог, а вы знаете, что Козерог управляет костями нашими и кожей, поэтому в этот день это хорошо заниматься профилактиком, заниматься укреплением костной ткани, а также делать уходовые какие-то операции для кожи. Это очень важно. Поэтому сегодня должно быть осознанное питание, не забывайте про физическую активность. Поэтому обращайте внимание сегодня на рацион своего питания. Это очень сложно, потому что если человек привык изо дня в день есть, например, жареную картошку с хлебом, и с сегодняшнего дня ему нужно перейти на овощи, даже на пару, ему очень будет сложно. Но помните о том, если вы будете постепенно убирать немножечко картошки жареной и добавлять овощей, вы со временем почувствуете разницу. Ну а если вы решите кардинально это сделать, то обращаем ваше внимание. Иногда это очень сложно и приводит, наоборот, к депрессии, к апатии, потому что наше тело – это целый организм, это целая система. Вы должны об этом понимать. Кроме того, сегодня хорошо заниматься спортом, теми упражнениями, которые будут направлены на укрепление мышц и костей. Также, как вы знаете, знак зодиака Козерог управляет у нас с вами зубами, поэтому этот день подходит для того, чтобы уделять внимание уходу за полостью рта и зубами. Также не забывайте о своей коже, особенно если у вас проблемы и кожа у вас сухая или имеются какие-то раздражения. Также, как вы уже поняли из начального видео, Козерог сегодня связан с более серьезными и консервативными аспектами жизни. Поэтому очень важно, чтобы вы уделяли внимание сегодня отдыху, релаксу, уменьшению стресса. Поэтому медитация, йога, другие методы релаксации. Девочки и мальчики, у каждого это может быть свое. Для кого-то достаточно полчаса прогулки по свежему воздуху, и человек наполняется, и у него появляются новые идеи, и он по-другому видит этот мир. Это может быть полезно. Кроме того, сегодня очень важно, чтобы вы планировали и делали те шаги для улучшения вашего здоровья, для вашего будущего. Потому что когда вы не смотрите за своим здоровьем или думаете о том, что вы здоровы, то вы ошибаетесь. Организму нужна всегда ваша поддержка и помощь. Что же касательно лунного календаря денег, то на что сегодня стоит обратить внимание? Сегодняшний день в знаке зодиака Козерог будет благоприятен для тщательного анализа ваших финансов. Поэтому очень важно в этот день, чтобы вы посмотрели свои расходы, свои доходы и подумайте о том, в каких областях вы можете сэкономить и определить возможности для увеличения доходов. Начните просто прописывать на листке бумаги. Очень часто люди пишут у себя в голове плюс-минус, добавили, отняли, дебет с кредитом, но где-то в кошельке посчитали, сошлось и слава богу. Так, вы знаете, так не работает, потому что вы сразу показываете свое вот такое вот недостаточно уважительное отношение к деньгам. Распишите, на что вы тратите деньги. Даже если вы потратите деньги на общественный транспорт, пропишите на ту же булочку или на какие-то расходы ежедневные. Пропишите и поймите, где же у вас очень много уходит денег. Кроме того, подумайте, уделите внимание сегодня долгам своим и кредитам, если они у вас есть. Подумайте над стратегией, как вы можете избавиться, например, с долгами, кредитами, какими-то именно обязательствами в течение, например, полгода-год. Очень важно, чтобы вы сами себя понимали, что да, вам это нужно рассчитаться, и пропишите. Вот именно, вы знаете, листок бумаги, ручка, она очень имеет вот именно такую вот энергетику, когда человек начинает писать, прописывать, потому что у него, знаете, вот недаром белый лист остается белым листом. Когда человек начинает писать, перед ним действительно наступает белая пелена, человек не знает вообще, а куда он тратит деньги, а что происходит и так далее.
Кроме того, сегодня хороший день для того, чтобы изучать, именно девочки и мальчики, изучать возможности инвестирования и принятия других финансовых решений. Но опять же, будьте осторожны и обдумывайте все свои действия внимательно, потому что у нас с вами убывающая луна, и она может указывать на какие-то моменты, что нужно быть осторожными. И сейчас у людей, ввиду того, что Луна в знаке зодиака Козерог, будет проявляться очень много консерватизма. Подумайте и о оптимизации своих расходов. Сегодня тот день, когда очень хорошо прописывать, оптимизировать. Это очень важно. Теперь давайте посмотрим, что же у нас за карта Таро выпала на этот день, 7 февраля. Итак, друзья, у нас выпала карта Паж мечей. Вы знаете, когда выпадает эта именно карта, и мы можем ожидать в этот день интересные послания и возможные какие-то направления нашей жизни. Дело в том, что паж мечей, как правило, ассоциируется с новыми идеями, интеллектуальным ростом, коммуникацией. И изображение молодого человека, который держит меч вверх, да, говорит о его готовности к изучению и анализу новых концепций, новых идей, новых проектов, но в то же время это символизирует осторожность и бдительность. Поэтому, ввиду того, что сейчас у нас вот такие пошли дни, достаточно по энергетике слабые, но, с другой стороны, те события, которые происходят на звездном небе, они, наоборот, нас активируют. Поэтому этот день будет наполнен новыми идеями, возможностями для обучения и вашего роста. Поэтому, возможно, вы почувствуете сегодня волнение от того, что что-то появится новое. Сегодня очень хорошо общаться с людьми, делиться своими мыслями с окружающими. Даже не для того, чтобы это реализовать, а для того, когда вы это проговариваете, появляются в вашем окружении люди, которые, знаете, кто-то ведет вас на конфликт и говорит, это не получится, а другой говорит, у тебя все хорошо. И тут в вашей голове появляются новые мысли, новые идеи. А как это? А что это? И так далее. Также вам нужно быть сегодня осторожными, изучать любые новые идеи, которые появляются в вашей жизни с определенной критичностью. Кроме того, паж мечей указывает на важность нам коммуникаций и бдительности в общении. В этот день стоит обратить особое внимание на то, как мы выражаем свои мысли, идеи, чтобы избежать в дальнейшем недоразумений или конфликтов. Обращаем на это ваше внимание. Теперь давайте посмотрим, что же нам говорит Архангел Михаил на этот день, 7 февраля. Итак, выпал совет, который нам говорит о том, что мы с вами верить должны в себя и в свои способности, потому что каждый из нас обладает внутренней силой, чтобы преодолевать любые трудности и преодолевать любые препятствия на своем пути, независимо от того, какие вызовы могут встретиться перед нами. Главное, ваша вера и уверенность, и вы сможете все преодолеть в своей жизни. Кроме того, если вы будете открыты сердцем, то вы увидите и почувствуете поддержку и защиту от Архангела Михаила. Также не забывайте ему сегодня обращаться с просьбами о защите от негативных воздействий и сил зла, а также о помощи в обретении ясности и руководства в ваших решениях. Кроме того, обращаем ваше внимание, что сегодня очень важно, что вы принимали ответственность за себя, за свою жизнь и за те решения, которые вы принимаете. Поэтому будьте сегодня решительными, целеустремленными в достижении ваших целей. Помните, что вы сами создаете свою судьбу. Помните о том, что вы архитектор своей жизни. Помните о том, что вы можете много чего сделать. Также, друзья, прямо сейчас в комментариях в этом видео пропишите следующую фразу. Она очень важна для этого день. Деньги сами идут ко мне в руки. Мое благосостояние растет с каждым днем. Деньги приходят ко мне легко, часто и регулярно из самых разных источников. Это очень важная фраза на этот день. Поэтому обязательно ее пропишите в комментариях. Ну и как мы говорили, ввиду сегодня, что волшебный день, и вам нужно посмотреть сегодня в зеркало. В зеркало вы должны
можно посмотреть в своем доме, в своей квартире. Главное, чтобы оно было чистое. И посмотрите, и скажите следующие слова. Вы можете читать с листика или с мобильного телефона. Главное, чтобы вы не просто протараторили, да, а для того, чтобы вы осознанно это прочитали. А звучат слова следующим образом. Все, что ранее было в моей жизни, отпускаю. Место для положительных потоков освобождаю их себе во благо. С этого момента принимаю, жить в нужном мне направлении начинаю. И после этого обязательно в зеркале улыбнитесь. Это очень важно. И после этого идите занимайтесь делами. Эту практику вы можете провести и утром, и в вечернее время. Главное, чтобы вы были с чистым сердцем, с добрыми помыслами, обязательно в хорошем настроении и слова, которые помогут вам в этом. Вот такой, друзья, у нас с вами день 7 февраля. Прямо сейчас ставьте лайк, в комментариях пропишите фразу, чтобы активировать ее действие. Кто спрашивал, как можно нам помочь, поддержать наш канал. Друзья, благодарность можно выразить по ссылке, которая находится в описании к этому видео. Любая сумма нам будет приятна. А те, кто нас поддерживает, друзья, мы вас очень-очень благодарим. Нам приятно. И большая просьба, когда вы отправляете донат, пишите, не просто отправили, а пишите свою как благодарность. Мы это все чувствуем, и нам приятно. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.